Сегодня крутая погода. Всем привет! С вами Татьяна на канале с Феликсом. Американская жизнь русской жены забыла. Забыла название, уже год говорю. Сегодня очень интересное мероприятие. Наш сериал под названием «Ремонт» продолжается. Мы с Феликсом традиционно позавтракали где-нибудь в хорошем месте. И сейчас отправляемся в магазин, где мы хотим посмотреть карпет. Здесь можно все: карпет, ламинат. Вот это как называется? Это паркет. Камень здесь. Здесь можно найти все. Вот, да, beautiful. Вот interesting здесь. I think you buy this. Pretty close, yes. Very close, смотри. Вот он. Yeah. You like it такой? I think it's not good clean. Тяжело. Yeah. Difficult. Сейчас, между прочим, very popular this Felix. Популяр такой. Нам вот понравился вот этот. Вот этот. Так, постой здесь, я чуть-чуть пройдусь. Okay, you ready? Maybe take 3. Ау! Так, давай take 3. Короче, мы взяли образцы из предыдущего магазина. И сейчас к 10 утра... Да. К 10 утра подъехали к другому, очень популярному магазину. Вы все его знаете. Это Furniture Mart. И сейчас мы здесь посмотрим, что нам предлагают в плане карпета и ламината. Вот, посмотрим цены. Будем определяться. Здесь, конечно же, магазин очень большой, и на входе нас никто не ловит, не пытается нам ничего продать. Здесь свобода. Это один из самых любимых моих магазинов по мебели, по декору, по всему. Я, конечно, обзор этого магазина еще не делала, потому что руки еще не дошли. Но у нас еще все впереди. Здесь такая интересная обстановка. Они уже сразу скомплектовали и сразу предлагают дизайнерское разрешение на любой вкус. Вот. Мы же с Феликсом мечтаем. Я думаю, здесь не этот. Она больше для красоты, но она cool. Феликс говорит, что это надо для психолога. Да. И когда разные дизайнерские задумки, очень удобно клиентам ходить, и не надо сочинять. Вот, надо здесь соединить с этим. Надо данный цвет подходит
для такого-то, как сказать, для такой-то обстановки. Здесь уже все для вас придумали. Вы ходите, выбираете, присматриваетесь. Можете что-то с чем-то сменить, но, по крайней мере, у вас уже есть сложенный образ. И легче фантазировать. Поэтому этот магазин самый лучший в данном плане. Боже мой. С мужем сюда ходить нельзя. Здесь надо без мужа. Ты пришел и пропал. Этот магазин несколько уровневый. О боже мой, я не могу говорить. У меня творческий экстаз. Я имею в виду именно вот мебельный магазин. Он несколько уровневый. Вообще Furniture Mart — это такой огромный магазин, что здесь, кроме мебели, можно найти абсолютно все. Но поговорим об этом позже. Сегодня мы пришли сюда ради чего? Ради карпета. Нам нужен карпет и ламинат. Так, итак, подобрались мы к покрытиям. Здесь только ковры. А нам надо карпет. Кстати, знаешь, сейчас very popular ковры стали. Такой карпет. Russian very popular this before. Поле что? Поланд. Туда пойдем? Или туда? Straight. Close. This more strong. Там надо дальше посмотреть. Посмотришь? Ой, мы без здесь. Слишком все быстро. Тут мальчики рассчитывают стоимость. Потому что не думаю, что я смогу вернуться сюда. Мы посмотрели карпет и пришли сюда посмотреть ламинат. Я вам показываю тот ламинат, на который мы обратили внимание, который нам понравился. Так, здесь пустая, это мы отсюда взяли 3,99. Цена такая же. Здесь находится ламинат, который уже имеется в наличии. Вот здесь. Если вам нравится что-то более специальное, то этот ламинат надо ждать от 6 недель. Вот все, что здесь предлагается, это надо заказывать и ждать. Естественно, мы ждать не можем столько. Мы смотрим то, что есть в наличии, выбираем из того, что есть в наличии. Так, мы посетили два магазина. Kelly's Market, Carpet и Furniture Market. Мы заказали оценку, сделали ордер, то есть к нам приходили оценщики, делали замер, объем работ высчитывали. И по итогам мы имели такие цены, что если бы мы сделали ордер Furniture Mart, нам бы стоило это $24 тысячи, чтобы положить карпет и ламинат во всем доме. Вы знаете, что ламинат нам нужен только в туалетах, 3 туалета, в прихожей и на кухне. Во всех остальных местах и в подвале нам нужен карпет. Вот.
карпет мы выбрали. Естественно, мы выбирали тот карпет, который уже есть в наличии. Поэтому из всего этого огромного выбора у нас был ограниченный ассортимент. Но это привилегия Феликса, он не хочет ждать месяцами. Но в самом деле, как бы, у нас обычный ремонт, не евро. Поэтому, в принципе, мне нормально. Вот. И Carpet Land, Кейлис Carpet дала нам оценку дешевле. Мы вообще были ошарашены, потому что сейчас я уже могу сказать, что ремонт подвала, в подвале ремонт закончен. Я вам не показала наш свет. Давайте, ребята, я вам покажу свет. Все-таки я не такая молодец. Делаю по мере. Ребята, подвал закончен, только пол осталось сделать. Все, наши мастера уже освободились, они уже уехали. У меня здесь пока офис, но я объясню, почему. Вот такая мягкая расцветка у нас. Это такой, знаете, теплый серый цвет. Здесь какой-то чуть-чуть сирень какая-то присутствует. Но, в общем, это такой теплый серый. Потому что так смотришь серый, а вдаль смотришь, он какой-то сиреневый. Вот. Очень приятно. Такие хорошие люстрки, да, такие лампы, 4 штуки. Очень так нам нравится. Этот желтый цвет мы заменим на белый. Мы уже купили. Купили вот эту белую такую штучку. Не знаю, как называется. Итак. Вентилятор и свет одновременно. Работает. Шумит тихо. Наша ванная. Наш душ. Здесь еще мыть надо, но факт, что он уже закончен и очень приятно, очень классно. Воздушка, кстати, здесь по потолку проходит, и он вывел ее с той стороны на улице. Итак, ребята, весь ремонт здесь обошелся нам со всеми вытекающими 10 тысяч долларов. 4200 взяли ребята за работу. 1900, около 2000 взял электрик. И на материалы у нас ушло около 4000, потому что некоторые материалы достаточно не дешевые. Например, вот эти лампы он не дешевые взял. В ванну там некоторые вещи очень даже так приличные. Вот, так что вот то, что вы видели, вот такую имеет цену на сегодняшний 2021 год. Вот, продолжим по карпету. Естественно, мы сразу видим, что здесь объем работ заканчивается. Надо карпет. А вы же знаете, что я мечтала наверху. И в какой-то момент муж сказал: давай делать во всем доме. Ну что, мне 2 раза повторять не надо, давай. И мы съездили вот в эти 2 места. Мне очень понравилось, слов нет. Furniture Mart — это просто бальзам для глаз. Вот, но дорого. Нереально дорого для того места, в котором мы живем. Вот этот дом не стоит таких денег, чтобы такой карпет сюда стелить. Тем более карпет каждые 5 лет, максимум даже, минимум 5 лет надо менять. Потому что вот здесь мы живем 3 года. И сейчас видно, карпет уже ни в каком состоянии. То есть каждые 4-5 лет 25 косарей вкидывать в напольное покрытие. У меня нет такой
У меня нет такого желания, окей. И в итоге мы остановились на Кейлис Карпет, да? Эти ребята сказали, что карпет и ламинат обойдется нам за 16 тысяч долларов. Работа, материал. В подвале они будут делать двойное покрытие, потому что здесь бетон, чтобы тепло было. То есть здесь Феликс экстра заказал для... Под карпетом специальные прослоечки такие ставят, мягкие. Но я вам все покажу. Вот. И это обошлось нам 16... Обойдется 16 тысяч долларов. Охренеть, я уже 3 раза повторила эту цену. Мне как сказали, я вообще не ожидала, что так будет стоить. Вот. Мы взяли образцы в обоих магазинах, чтобы присмотреться. Нет, мы взяли в одном магазине образец, чтобы присмотреться. Вот. Но когда я пришла в Furniture Mart, я уже сразу знала, что я не воспользуюсь его услугами, потому что было ясно, что там, короче, это магазин не для бедных. Шучу. И когда мы начали вести переговоры, я Феликсу говорю, ну надо какие-то скидки просить. В Америке тут всегда все пытаются договориться, какие-то рыночные отношения. И он сказал, окей, мы будем делать только в подвале, потому что вначале мы думали, что только подвал, раз такие цены. Потом она говорит, я вам сделаю скидку, если вы там что-то закажете. Ну, пошел развод и девичья фамилия. Вот. И в итоге договорились на том, что если мы обеспечим им нормальные условия работы, то есть мы уже вынесем мебель, то они нам сделают скидку на 3000 долларов. Мы договорились на этом, что нам замена карпета и ламината обойдется в 13 тысяч долларов при условии, что мы освободим от мебели объем работы ихний. Окей, мы согласились. Мы согласились, и барабанная дробь. Нас поставили в очередь, и к нам придут заменять, делать замену карпета или ложить новый карпет 16-19 октября. Вы представляете, какая очередь? Я вообще обалдела. Я обалдела. Но, видимо, в этой жизни не все просто так делается. Ребята, это еще не конец. Рада, что вы были со мной. Продолжение в следующем видео. Еще есть кое-что интересное, от чего вы будете улыбаться.